Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный торт «Чудесный вечер». Торт получается очень нежным, тающим буквально во рту, удивительно красивым в разрезе, полностью оправдывающим свое название. То есть сверху у нас будет здесь располагаться светлый корж с прослойкой из кураги, который как бы передает настроение вот этого вечера, закат, солнце заходящее, потом такие сумерки, это вот такой шоколадный крем у нас, и уходит все в ночь, шоколадный темный корж. И торт очень вкусный, готовится буквально за 1 час, настолько он быстрый. Сметанные коржи здесь будем готовить, очень нежные, тающие буквально во рту. И сначала приготовим тесто на коржи. 70 грамм снековых абрикосов я нарезала кубиком, то есть мягкие абрикосы. 3 яйца среднего размера, 8 грамм ванильного сахара и щепотка соли. Взбиваю просто до состояния пены, примерно 1 минуту. Сейчас постепенно ввожу туда 200 грамм сахара. Повзбиваю примерно 1 минуту и добавляю туда 10 грамм кукурузного крахмала. Если у вас нет крахмала, вы можете его не добавлять, просто корж будет более влажным таким, с крахмалом. Вы можете его тогда заменить на 10 грамм муки при добавлении муки. Взбиваю всю эту массу с крахмалом примерно 2 минуты еще. Добавляю туда 250 грамм сметаны комнатной температуры. Сметана у меня 20% жирности. Вы же можете и 10% жирности, и 15% брать сметану. Все на ваше усмотрение. Просто все это объединяю, ничего здесь долго не взбиваю. Просеиваю туда 200 грамм муки и 8 грамм разрыхлителя. Не соды, а именно разрыхлителя. Духовка у меня уже разогрета на 150 градусов Цельсия. Выпекать буду на низкой температуре, чтобы коржи были максимально ровными. Тесто делю на 2 равные части. В одну часть я вмешиваю нарезанные кубиком абрикосы. Абрикосы, как я уже сказала, у меня мягкие, то есть для перекусов. И они красиво будут смотреться в разрезе. Именно такие нужны. Во вторую часть теста я добавляю 10 грамм какао-порошка. Все это перемешиваю и добавляю туда также 1 столовую ложку молока, чтобы какао хорошо растворилось. 2 кондитерских кольца я застелила здесь просто фольгой, и оба коржа я буду выпекать сразу на одном противне по 20 сантиметров в диаметре у меня формы. При температуре 150 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции выпекать буду примерно 25 минут на среднем уровне. Естественно, выпекаем в заранее разогретой духовке, и духовку во время выпечки не открываем. Выпекаю при такой низкой температуре, чтобы коржи были идеально ровными, чтобы мне не пришлось их обрезать. Коржи испеклись, вы видите, они идеально просто ровные. Я их сразу извлекаю из формы, как только могу дотрагиваться до формы, и сразу их остужаю до комнатной температуры. Они нежнейшие, получаются очень мягкие. И сразу готовлю крем. 200 мл сливок для взбивания, 50 грамм сахарной пудры и 8 грамм ванильного сахара. Добавляю туда также 300 грамм творожно-сливочного сыра. Готовлю самый простейший, быстрый и элементарный сырный крем. Все это взбиваю до мягких пиков сейчас. Крем здесь получается очень устойчивым. Благодаря сливкам они должны быть для этого крема не менее 33% жирности, творожно-сливочному сыру и какао, который является здесь как бы загустителем тоже. И добавляю туда 1 столовую ложку с горкой какао-порошка. Крем получается стабильный, плотный и очень вкусный. И самое главное, быстрый, когда нужно это очень быстро. Если вы хотите крем сделать более бюджетным, я, конечно же, ссылки вам оставлю на бюджетные шоколадные кремы в описании к данному видео, без сливок и без сыров. Если вы любите очень влажные пропитанные торты, тогда пропитывайте эти коржи, но они очень мягкие, эти коржи получаются. Сметанные, нежнейшие коржи. Вниз, конечно же, кладем шоколадный корж. Половину крема я выложила на шоколадный корж. Накрываю все это светлым коржом, чтобы курага у нас располагалась именно сверху. Тем самым в разрезе будет видно, что у нас закат, солнце заходящее. На светлом корже это у нас будет курага. Потом идет такой крем,
как бы изображающий собой сумерки, вот этот шоколадный крем. И все это переходит в ночь, в темный шоколадный корж. Украшаю второй половиной крема. Делаю украшение такое незатейливое, но очень красивое. Из насадки кондитерской 1М я отсаживаю вот такие розеточки. Посыпала здесь шоколадной стружкой, она у меня покупная, и убираю буквально на час в холодильник. Тортик уже готов. Торт получается очень нежным и вкусным. И самое главное, что приготовить его можно буквально за час уже до подачи. Торту не нужно много времени здесь на пропитку, потому что коржи сами по себе сметанные, очень-очень нежные. И, конечно, ссылки на видео по бюджетным кремам оставлю вам под видео. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.